Татьяна Зубанова в натюрморте с сиренью в мазках можно увидеть живые образы, например, птиц. У художника это получается случайно или нет? Если вы увидели птиц или кто-то что-то увидел, это мой недостаток, потому что не должно быть двойственности. Я специально птиц туда не закладывал. Раз нет, значит, я не доглядел что-то. Дело в том, что бывают такие работы, в которых вот прочтения такие случайные, да, происходят. Я помню пейзаж, класс я проводил в Черногории, кто-то написал пейзаж такой, что человек как будто бы, ну там деревья, кусты, а видно, что это силуэт, каска такая немецкая, какие-то глаза в окопе. Видимо, предчувствие было тогда еще. Ну, в общем, все посмеялись, то есть не должно быть двойственности. Я один раз у Бато заметил, я уже рассказывал, наверное, эту историю, что он написал какой-то, я даже не знаю до сих пор что. Он выложил это в Facebook, я буквально там чуть-чуть там подделал и послал ему, написал, и название написал, ну, в комментарии, значит, новое фото, чуть-чуть буквально, вот вы сейчас его увидите, написал, что кот, пожирающий крокодила. Я ничего не видел, кроме крокодилей оторванной башки и кота. Что там было? Я не мог даже рассмотреть, но, видимо, абстрактное решение пейзажа, я так подразумеваю. Ну, он посмеялся, ха-ха, точно написал. То есть и у меня такое бывает, и у всех, наверное, бывает. Так что к этому нужно очень внимательно относиться на предмет, ну, так критически смотреть, чтобы ничего не было никакого двойственности, ну, двойственного восприятия. Если вы пишете что-то там, пейзаж, фигура, вдруг там что-то вырастает, еще что-то такое. Я попробую посмотреть на предмет птиц, и если что, придется исправлять. Спасибо большое. Туту-трип. Вы могли, Слава, показать бы организацию своего рабочего места для пленэра, организацию палитры, очень интересно посмотреть. Может быть, вы показывали, тогда скажите, где посмотреть. В 308-м видео за номером 308. Посмотрите, там все это и есть. Если что-то будет непонятно, тогда еще напишите, и я еще подробным образом расскажу. В любом случае, хочу сказать, что я наносился всяких тяжелых этюдников, вот этих деревянных, жуть какая-то, кассетников, куда-то же холсты с подрамником, это же кошмар. Едешь куда-то там далеко, и что с ними делать? И я почесал репу, когда мне было очень тяжело в очередной раз это все нести. Я понял, что надо что-то придумать, раз в мире ничего не делается, и придумал вот кассетник для переноски работ мокрых из вспененного полистирола и навесную палитру, которая на треноге, которую сейчас все знают как палитра Краевского. Вот это я придумал. И мне, наконец, стало легко дышать, легко переезжать, перелетать в любое место. На месяц я могу вполне себе уместиться там в ручную кладь и в багаж. Так что и с красками, да, обильными. Веринея Рей. Родилась и живу в Санкт-Петербурге. Эрмитаж в моем сером веществе с детства. Ох, как прекрасно. Но к своему стыду, а почему стыду, ноги несут меня всегда только к одной картине. А как можно стыдиться, если ноги несут? Чего стыдиться-то? Того, что вас тянет к Ван Гогу? Магнит тянет, и все тут. Куст Ван Гога. Воспринимаю вас как эксперта, но не только в живописи, а как художника жизни, большой буквы. Спасибо большое, это очень высоко пафосно. Видящего взаимосвязи граней этого непостижимого мира. Ну, не комплимент, извините. Если у вас будет такое желание и возможность, расскажите свое понимание Ван Гога, что в его живописи. Очень простой и сложный. Простота в том, что каждый из нас по-своему оценивает, видит одного и того же там художника, человека. Ну вот представьте, бывает такое, что вот смотришь, пара, смотришь и думаешь, чего она в нем нашла, или чего он в ней, да? Ну никогда. Но ведь, а у них любовь. То есть представить себе, что я подойду
Даже если меня, например, Веринея, ну кто-то попросит, что ты скажешь, что ты о нем вообще думаешь. Представляете, одно слово, если о нем ничего не думаю такого, что она думает, может все изменить. То есть я же не... Кто я такой, чтобы изменять карму? Есть у Александра Грина, я вспомнил, рассказ. Как-то называется рассказ или повесть упавшего листа. Вот и упавшего листа, а что там рассказ или чего-то, очень интересно. Ну, как о том, что там был мастер, ученик, и мастер увидел, что человек, летящий на самолетике, должен поменять миры. И ему стало жалко, и он, это, по-моему, ученик сделал, и он решил вмешаться в судьбу, то есть, чтобы он избежал смерти. И когда он это сделал, к его ногам опустился, упал лист. И он понял, что это ему послал таким образом сигнал, знак мастер его, и что он больше его никогда не увидит. Ну, очень интересно. Небольшой рассказ, прочтите. То есть вмешаться, вообще даже рассказом своим о Ван Гоге или о каком-нибудь еще человеке, но зачем? Если мы с вами по-своему видим, любим, да, вот мы любим Ван Гога, несут вас ноги к этому Ван Гогу или еще к кому-то. Зачем мне вообще как-либо судить об этом? Вас же несут ноги. Это же ваша жизнь. Вся жизнь. Каждый шаг привел к тому, чтобы каждое утро серое вещество тут что-то забелело, закраснело, налилось все кровью и понесло вас к этому кусту Ван Гогу в Эрмитаж. Представляете, это же магия, сила, какая красота. Так что, Веринея Рэй, извините, не имею чести вообще о ком-либо как-либо судить. Это же замечательно, что в нашем ботаническом саду разные растения. Меня несет, например, к розе, вас к фиалке, а третьего, я не знаю, кучи навоза. И что делает? А он удобряет почву просто ходит с лопатой, садовник. И все из нас по-своему любят этот ботанический сад, в котором живут, существуют, развиваются, дарят нам любовь художники. В широком смысле слова художники. Магнит тянет очень хорошо. Ведь это же ваше развитие, ваша любовь. Никого никогда не просите каким-либо словом не одобрить, не опорочить вашу связь. Это же ваша связь, это ценность. Кто знает, может быть, через эту связь это является каким-то триггером к тому, чтобы выйти на новый уровень, потом еще на новый и так далее. Ну, в общем, в этом есть большая ценность, что вас тянет к кусту Ван Гога. Я сам поеду в Петербург и пойду тоже этот куст посмотреть. В общем, еще одна есть история на эту тему. Один мастер так сказал: о любви двоих не должен знать третий. Еще есть вопрос на эту же тему, но я думаю, я уже все ответил. Туту Трип. Очень интересно ваше мнение от Джорджо Моранди о его тоновых решениях. Бутылочки Джорджо писал. Бутылочки, горшки, бутылочки. Хорошее отношение у него к бутылочкам и к живописи. Что тут скажешь? Я подозреваю, что в вашем вопросе есть опять вы ждете подтверждения. Вот хорошо, что Джорджо Моранди, он вообще нормально в тоновых отношениях, как стоит у него что-нибудь брать для себя? Конечно, стоит. Какой вопрос? Стоит брать у всех, кого вы любите, различные приемы, различные решения и пробовать их, применять. И вы обязательным образом, применяя, вы же развиваетесь, вы же, пробуя, начинаете чувствовать по-другому, как вы еще не писали, как, может быть, даже и не знали,
То есть это изучение, наше изучение живописи через это, через подражание. И вы выходите на свой стиль. Это неминуемо просто, потому что передать так же вы не сможете, а стиль возникнет благодаря сочетанию всех приемов, которые вы используете. 7 нот, но музыка-то разная. Так что не бойтесь подражать. Все равно будете вы. Попрошу вас, господа, товарищи, об одолжении. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам действительно нравится то, что здесь происходит. Комментируйте, задавайте вопросы. Чем больше интересных вопросов, тем интереснее жизнь в нашем госпитале. 51 урок «Теплый ноябрь». Это небольшой формат. Он интересен тем, что горизонтальная компоновка, сильно горизонтальный формат. Любой вытянутый формат, вертикальный, горизонтальный, это всегда преимущество. Как использовать это преимущество, как наиболее выигрышно закомпоновать мотив, об этом урок. В нем подробным образом показано и рассказано, как сравнивать тональные отношения больших пятен, как грамотно использовать мастихин в работе и почему это порой крайне необходимо. В этом уроке раскрыт главный метод живописца в работе над пейзажем. По крайней мере, тот, который я ставлю на первое место. 51 урок «Теплый ноябрь».